Всем доброго времени суток. Решил поделиться приобретением. Обзора на данное устройство на YouTube хватает, и поэтому будет просто распаковка. Я расскажу о возможностях, приведу пару схем, а также скажу, что еще нужно к ней докупить. Ссылки на все необходимое и на сам iMax есть в описании. Итак, iMax B6 приехал в своей оригинальной коробке, комплект не скудный, но и не богатый. Работает с сетью от 100 до 240 вольт включительно, на выходе максимально 15 вольт и 6 ампер тока, хотя напряжение может быть и 18 вольт. Максимальная мощность 80 ватт, и это при токе заряда 6 ампер, в основном же 50 ватт и 5 ампер тока. А ток разряда при 80 ватт максимум в 2 ампера и при 50 ватт 1 ампер, и это довольно внушительные значения. Работает данная зарядка с балансировкой со свинцовыми, литий-ионными, литий-полимерными, литий-железными, никель-кадмиевыми и никель-металлогидридными аккумуляторами. В общем, с большинством аккумуляторов, которыми мы с вами можем пользоваться, возможно, каждый день, возможно, редко. Количество одновременно заряжаемых аккумуляторов не бесконечно, к примеру, литий-ионных и литий-полимерных от 1 до 6 ячеек за раз. Литий-кадмиевых и литий-металлогидридных от 1 до 15 за раз. Приведу пару схем зарядки и продублирую их в группе ВК, ссылка в описании. В данной зарядке целая куча всяческих защит от перезаряда, защита от входного напряжения, защита от короткого замыкания и так далее. А также есть 5 ячеек своей памяти, где можно хранить данные зарядки того или иного вида аккумуляторов, что, согласитесь, очень удобно. А вообще это, конечно, интересно, как такая маленькая вещь смогла сочетать в себе столько функций и работать с большими токами. Надо отдать должное китайцам, тут они постарались очень даже хорошо. Наверное, это одна из самых полезных устройств. Также к данной зарядке могу посоветовать докупить вот такие переходники. Стоят они дешево и при этом существенно уменьшат время зарядки большого количества аккумуляторов. Допустим, у вас есть пару квадрокоптеров или аккумуляторные батареи 18650 или еще какие-нибудь другие, не суть. Заряжайте их, при этом выставляя необходимое напряжение и силу тока так, чтобы аккумулятор заполнялся на 90-100%. Это достигается при уменьшении силы тока по мере заряда.
И что самое приятное в этом, то что сам контролируешь весь процесс и знаешь результат уже заранее и не привязан к зарядке. То есть следить постоянно не нужно. В общем, о достоинствах данной вещи я рассказал, а о недостатках пока ничего сказать не могу, так как углубленно им не пользовался. Но если они будут, сделаю еще выпуск или расскажу в группе ВК. Советую вам туда подписаться, ссылка есть в описании. А кто на мой канал не подписан, советую подписаться и сюда. За лайк буду благодарен, а колокольчик не даст пропустить ничего. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения. Yeah, we said